Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы будем рассматривать узор для пуловера, основной узор и обвязка узора, нижняя часть этого пуловера. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора кратен 4. Для примера мы наберем 19 воздушных петель. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Держим петельку, набираем 3 воздушные петли подъема плюс 1 петля по рисунку. Теперь нам надо отступить 6 петель назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в 7 и провязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли, поворачиваем работу и заходим крючком под только что связанный столбик и вывязываем пышный столбик с 3 недовязанными столбиками с накидом. На крючке 3 петли, 4 петли, провязали сначала 3 одной петлей, потом 2. У нас получился вот такой элемент. Далее мы пропускаем 3 петли внизу, заходим в 4-ю, вывязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли, заходим под столбик и вывязываем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с накидом. На крючке 4 петли, сначала 3, потом 2, провязываем одной петлей. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в 4-ю, провязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли, заходим под столбик и провязываем столбик, пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с накидом. На крючке 4 петли, сначала провязываем 3, потом 2. Пропускаем 3 петли внизу, заходим в 4-ю, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, заходим под столбик и провязываем пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом недовязанных. На крючке 4 петли, сначала 3, потом 2. В конце ряда пропускаем 3 петли, заходим в 4-ю и провязываем столбик с накидом. 1. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда 3 воздушные петли плюс 1. Переворачиваем работу. У нас есть арочки. Вот они, их видно. Заходим в 1-ю. Провязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли, заходим под столбик и провязываем пышный столбик, состоящий из 3 недовязанных столбиков с накидом. На крючке 4 петли, сначала 3, потом 2. Заходим в следующую арочку и провязываем столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли, заходим под столбик и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с накидом. На крючке 4 петли, сначала 3, потом 2. Заходим в следующую арочку, столбик с накидом. 1, 3 воздушные петли, заходим под столбик и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с накидом. Сначала 3, потом 2 провязываем одной петлей. Заходим в последнюю арочку, провязываем столбик с накидом. 3 воздушные, заходим под столбик, вывязываем пышный столбик. 2, 3.
Сначала 3 петли одной, потом 2. В конце ряда во вторую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда 4 воздушные петли подъема, 3 из которых у нас это петли подъема и 1 петля по рисунку. В этом ряду у нас вот эти арочки, с которыми мы будем работать. Мы заходим в первую арочку, провязываем столбик с накидом 1, 3 воздушные петли, заходим под столбик и вывязываем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с накидом. На крючке 4 петли провязываем сначала 3, потом 2 одной петлей. Заходим в следующую арочку, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные, заходим под столбик и вывязываем пышный столбик из 3 столбиков с одной вершиной. Сначала 3 петли вместе, потом 2. Заходим в следующую арочку, столбик с накидом, 3 воздушные, под столбик мы провязываем 3 столбика с накидом, на крючке 4 петли провязываем 3, потом 2. Заходим в следующую арочку, провязываем столбик с накидом, 3 воздушные, заходим под столбик, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. На крючке 4 петли, сначала 3, потом 2. В конце ряда во вторую петлю подъема мы вывязываем столбик с накидом. Начало 4-го ряда 3 воздушные петли плюс 1 петля по рисунку. Здесь мы находим арочки и провязываем все то же самое. Столбик с накидом, 3 воздушные, под столбик 3 столбика с накидом, 1, 2, 3. Сначала 3 петли, потом 2. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 3 воздушные, заходим под столбик, вывязываем пышный столбик, потом закрываем 3, 2. Заходим в следующий элемент, столбик с накидом, 3 воздушные, заходим под арочку, вывязываем 1 столбик, 2 столбик, 3. Провязываем 3, 2 петли 1. Заходим в следующую, вывязываем столбик с накидом, 3 воздушные, заходим под столбик и вывязываем пышный столбик из 3 недовязанных столбиков с накидом. На крючке 4 петли, сначала 3, потом 2. Закрываем 1 петлей. В конце ряда во вторую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Начало следующего ряда 4 воздушные петли подъема. Мы сейчас будем с вами вязать обвязывать. Теперь смотрите, нам для того, чтобы мы связали, у нас вот низ изделия. Начало ряда нам надо провязать ряд столбиками без накида. Мы делаем 1 воздушную петлю, заходим в первую арочку, провязываем ряд столбиками без накида. В арочку провязали 2 петли, в столбик
провязываем столбик без накида. В следующую арочку мы провязываем 3 столбика, потом в столбик. В следующую арочку 3 столбика без накида. Заходим в столбик. Мы в этот столбик вязали столбик с накидом, столбик с накидом. Вот в начале у нас был. Далее мы заходим в следующую арочку, провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. Заходим в столбик, провязываем столбик без накида. И в конце 2 столбика без накида. И в петлю подъема мы провязываем столбик без накида. Вот мы с вами обвязали первый ряд обвязки. Теперь он, как считается, фундаментальный, ну, для того, чтобы у нас здесь появилось какое-то количество петель. Этот ряд на схеме не считается. Начало первого ряда, 1 воздушная петля, переворачиваем работу, заходим в первый столбик, вывязываем столбик без накида. Потом у нас 3 воздушные петли. Заходим в этот же столбик, вывязываем 2 столбика с накидом. Это и есть у нас начало обвязки. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в 4, привязываемся столбиком без накида. 1, привязали. 3 воздушные петли, заходим в эту же точку, вывязываем 2 столбика с накидом из одной точки. У нас получается такой волнистый рисунок. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в 4, привязываемся столбиком без накида. 3 воздушные петли, заходим в эту же петлю и провязываем 2 столбика с накидом из одной точки. Вот так получается. Пропускаем 3 столбика внизу или 3 петли внизу, заходим в 4, привязываемся столбиком без накида. 3 воздушные петли, из этой же точки 2 столбика с накидом. 1, 2. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в 4, привязываемся столбиком без накида. Привязались. Это и есть первый ряд. Начало второго ряда. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И плюс 2 петли по рисунку. Здесь даже получается 1 петля подъема и 6 петель по рисунку. Переворачиваем работу. У нас здесь есть арочки. Привязываемся в эти арочки столбиками без накида. 1. Привязались. Вот так получается. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Заходим в следующую арочку. Привязываемся столбиком без накида. У нас получилась вторая арочка. Теперь смотрите, как у нас здесь есть столбик без накида. Вот он. Мы в него ввязываем элемент. Столбик с накидом, 4 воздушные, и сюда же столбик с накидом. Провязали. Заходим в арочку. Следующую привязываемся столбиком без накида. 6 воздушных.
Заходим в следующую арочку, привязываемся столбиком без накида. Так как у нас на образце меньше петель, чем на схеме, смотрим сразу, что нам надо делать в конце ряда. У нас здесь есть столбик без накида. Мы в него ввязываем столбик с накидом 1, 2 воздушные, двойной накид на крючок, и в эту же точку столбик с двойным накидом. Мы с вами связали второй ряд обвязки. Начало третьего ряда, 1 воздушная петля. Переворачиваем работу. Столбик с двойным накидом мы провязываем столбик без накида. Теперь работаем только вот с этими большими арочками. Маленькую мы не трогаем. В большую арочку мы провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь нам надо набрать 6 воздушных петель, вернуться на то место, где встречаются 2 петли, и соединительной петлей провязать пико. У нас получилось то пико из 3 воздушных петель, а тут из 6. Возвращаемся опять в эту арочку и провязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Ну, тут у нас такой получился элемент. Теперь в маленький элемент мы привязываемся столбиком без накида. Мы привязали этот большой элемент. Заходим в следующую большую арочку и вывязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжем пико из 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Возвращаемся в то место, где встречаются 2 петли. Соединительной петлей мы вывязываем пико. Возвращаемся назад в эту арочку и провязываем 5 столбиков с накидом. 2, 3, 4, 5. Провязали. У нас получился второй элемент. В конце ряда в 3-ю петлю мы провязываем столбик без накида. Так выглядит обвязка этого пуловера. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которую можно связать этим узором, я оставлю в ссылке под видео. А всем пока-пока.